Всем привет! Вы меня застали за просмотром YouTube, и сегодня я намерен найти проект реального грузовика, который сможет меня заинтересовать. И кажется, я его нашел. Это кастомный пятитонник с канала «Разрушительное ранчо». Мой проект будет напечатан на 3D принтере в масштабе 1 к 10. Кстати, он сделан на базе американского военного грузовика М923А2, чертежи которого я нашел в интернете, и приступил к проектированию. Сначала я разработал раму с бамперами и навесным оборудованием. Так как я делаю двухосный грузовик, рама будет чуть короче трехосного оригинала. Внешний диаметр покрышки будет 137 мм, а подвеска будет пружинная с большими ходами. А здесь я уже практически завершил проектирование кабины. Вроде похоже получается, как вы считаете? Пришло время напечатать раму. Она разделена на части, которые смогут уместиться на столе моего Ender 3 Pro. Задаю настройки печати. Вот так выглядит заполнение. Далее закидываем в слайсер бензобак и другие навесные детали. Меняем настройки стенок и заполнения, так как эти детали должны быть легкими и не несут на себе никакую нагрузку. И отправляем на печать. Для сборки нам понадобятся винты М2 на 8, М2 на 12, М2 на 14, М2 на 16 и гайки М2. Кусачки, плоскогубцы, отвертка, напильник, кисточка для нанесения дихлорметана и дихлорметан для склеивания пластика. Далее запрессовываем гайки в посадочные места. Сюда будет прикручиваться передний бампер. Далее необходимо соединить части рамы. Но у меня первые слои напечатались слишком широкими, и из-за этого не получается нормально соединить детали между собой. Для удаления излишков пластика я использую напильник. Прикручиваем части рамы друг к другу винтами М2 на 12. Сюда винты пока не вкручиваем, так как здесь будет крепиться кронштейн навесного оборудования. Далее приклеиваю кронштейны амортизаторов и кабины. На кронштейнах и раме есть выступы, которые облегчают позиционирование кронштейнов на раме.
Далее к раме приклеиваем кронштейны рычагов. В них я уже запрессовал гайки М2. Кронштейны должны быть напечатаны со 100% заполнением. Устанавливаем на раму рычаги, используя винты М2/16. Для движущихся частей я советую использовать фиксатор резьбовых соединений. Далее подготовим бензобак к установке на раму. Приклеиваем горловину. Для бензобака предусмотрена защита со ступенькой для подъема в кабину, так как подвеска на этом грузовике довольно высокая. Прикручиваем бензобак к кронштейну винтами М2/8. И приклеиваем к бензобаку декоративные фиксаторы. Далее собираю ступеньку. А это отверстие для установки ступеньки. Прикручиваем ее винтами М2/8. Далее берем ящик и приклеиваем к нему ступеньку. Установим ящик на раму. Прикручиваем к раме ступеньку правого борта. Бампера в этой модели будут силовые, с ребрами жесткости и 100% заполнением. А в это отверстие можно будет установить крюк. К переднему бамперу предусмотрен кенгурятник. Прикручиваем бампер винтами М2/14. А задний бампер прикручиваем винтами М2/12. Рама для моего нового проекта готова. Я не удержался и решил примерить новенькие амортизаторы и посмотреть, как будет выглядеть модель. А вот какой длины будет новый проект в сравнении с КАМАЗом 6350. По завершению съемки пришла посылка с покрышками. Довольно мягкая резина и поролоновая вставка внутри. Эх, скорее бы уже собрать и запустить эту модель. Всем добра!